Привет, ты 100% знаешь этот трек. Называется он Sunstorm. Его написал известный финский диджей Дарут, и прямо сейчас мы с ним пообщаемся, продемонстрируем ему несколько ваших работ и, конечно же, узнаем историю создания его мирового хита Sunstorm. Присаживайтесь поудобнее, это проект по студиям. И, кстати, среди тех, кто подпишется и оставит комментарий, мы разыграем вот эти крутые наушники. Начинаем. Эй, да. Это Да-да, Демиксер? привет. Вилли, где ты сейчас находишься? Я, Дарут, нахожусь в своей студии в Финляндии, то место, где происходит вся моя магия. И это моя мужицкая пещера, берлога, то, где происходят счастливые моменты. Она называется Serendipity Studio. Serendipity значит интуиция, и множество вещей, которые здесь происходят по случайным совпадениям или как бы сами с собой. Я просто смешиваю разные вещи и считаю, что скилл отчасти это возможность понять, хорошо ли звучит смешиваемое или нет. И также возможность развить эти зарисовки дальше. Что касается студии, это специально построенное помещение. Задняя стена, которая находится за мной, она вроде треугольной формы, потолще в центре, поуже по сторонам. Внутри находятся акустические панели, и вся стена на 40% состоит из промежутков между этими белыми полосами. Все спроектировано так, чтобы звук отражался под определенным углом в боковые стены, а с боков отражался вот в эти переносные стены, которые немного попадают в кадр. Вот они выглядят точно так же, сделаны с такими же точно промежутками. Вилли, как повлияла на тебя и на твое творчество пандемия со всеми вытекающими карантинами, закрытиями границ? И много ли концертов тебе пришлось отменить? Как мы знаем, пандемия, COVID-19, все музыканты засели у себя по домам, музыка немного приостановилась. Я сижу в Финляндии с раннего марта и вообще никуда не путешествовал, только разве что по району, может быть, иногда в Хельсинки, окей. Но вообще мне очень нравится оказаться вновь в студии, сидеть здесь у себя в Финляндии. Очень здорово, знаете, проводить время с женой и детьми у себя дома, просыпаться каждое утро в своей собственной кровати и так далее. Мне все это очень понравилось, как только я нащупал ритм. Сейчас я работаю над 15-20 треками, в зависимости от того, как смотреть на это. И 7-8 из них даже готовы уже практически. Касаемо целей этих треков, их можно собрать, и, возможно, я когда-нибудь выпущу целый альбом, а, возможно, они будут выходить такими комбо по 2-3 трека, как EP. Сейчас я даже больше работаю над вайбом и настроением каждого из треков, как-то их между собой перемешиваю, посмотрю, кому захочется какой взять и релизнуть, а возможно я выпущу их всех самостоятельно. А возможно я просто найду какого-нибудь партнера и мы выпустим треки вместе с ним, потому что, знаете, рекорд-лейблы, конечно, хорошо, но я думаю, что в наши дни это уже не то. Вообще я очень-очень рад, и вот тут не поймите меня неправильно, и я не хочу, чтобы эта пандемия продолжалась долго. Я бы вообще хотел, чтобы она закончилась прямо сейчас. Но после того, как я смирился с мыслью, что она есть, она здесь, я счастлив, что я смог нащупать ритм, успокоиться, сесть и просто делать музыку. День за днем, каждый день. Я не делал этого уже много лет. И в то же время стриминги, то есть игра музыки, разговоры на камеру, и вроде бы это все не требует так много вложений, но я действительно вкладываю время, деньги, оборудование. Я пытаюсь сделать стримы немного на другом уровне. И во время этого всего я изучаю очень много нового для себя, что, возможно, буду использовать в будущем постоянно. Это помогает заново раскрыть какую-то креативность в себе, и это на самом деле очень интересно, очень познавательно, и мне очень-очень нравится стримить, узнавать об этом как можно больше.
По пятницам я провожу стримы под названием Vibing Out, где мы слушаем треки. Это проходит в 6 часов вечера по финскому времени. А по понедельникам у меня стримы про мою работу в студии. Я могу показывать какие-нибудь технические вещи или рассказывать про кик, про бас, обработку. А еще есть среда, где мы просто чатимся с людьми, переписываемся. Я даю свой номер WhatsApp людям, они задают мне вопросы, мы общаемся. А иногда я просто сам звоню людям и общаюсь, например, с людьми из России. Я звонил в Индию, я звонил в Штаты. И я даже не знаю, это было очень-очень много разных стран, и это очень круто. А также на этих стримах я иногда просто связываюсь с людьми из музыкальной индустрии, где мы можем поговорить. Так, например, у меня на стриме был диджей Орион, Майан, Паво из группы Above and Beyond. Было очень много интересных гостей за все это время, и это очень здорово и интересно, с одной стороны, зависать со своими друзьями и общаться с ними, но в то же время позволять людям на трансляции, зрителям, как бы тоже сидеть вместе с нами, задавать вопросы. Это всегда очень весело, когда можно просто посидеть и поговорить, и когда это не только я, а большое количество людей, действительно ведущих беседу. Расскажи о начале своего музыкального пути. Как ты пришел к созданию музыки и с какой компьютерной программы начинал? Когда я начал делать музыку, это буквально было исключительно моим хобби. Я не знал, что я делаю, и не знал, что когда-то я буду выпускать музыку, не говоря о том, что она будет успешной. Вообще не думал ни о чем таком, и моей целью было, чтобы местный диджей, а я даже не был диджеем в то время, чтобы местный диджей сыграл мой трек, а я посмотрел на реакцию людей, если бы вообще была реакция. Я хотел послушать, как это звучало бы в клубе. И да, я послушал, как это звучит в клубе. У меня был компьютер на базе Pentium 2, и я взял его для школы, для учебы. Я изучал телекоммуникации в то время. И очень быстро стало понятно, что компьютер перестает быть моей учебной платформой и превращается в источник бессонных ночей, проведенных за созданием музыки. Моей основной программой, как я говорил раньше, была Fast Tracker 2. Еще был SoundForge, это бесплатная программа, но в ней были драм-киты, наборы барабанов. Там были эмуляторы 303-го Роланда, а потом, самое главное, добавили 808-е, а еще с новым обновлением можно было выбирать между 808-м и 909-м. Например, в демке для Sandstorm, собственно, используется именно этот синтезатор. Вилли, раз уж ты заговорил о Sandstorm, поведай нам как можно подробнее историю создания этого хита и какие синтезаторы ты использовал в этой композиции. Что касается Sandstorm, люди в первую очередь всегда, конечно, думают о лид-синтезаторе, об этом дурю. И к этому звучку я пришел еще в 96-м или 97-м году. Изучая в Fast Tracker'е другие треки, и, очевидно, одним из таких треков был трек от диджея Саши. И это забавная история, потому что я рассказал об этом Саше, и на одном из следующих альбомов, который вышел незадолго после моего, я услышал, что основа не была прямо взята, но чувствовалось влияние Sandstorm, так что круг замкнулся довольно быстро. В общем, несколько лет этот ду-ду-ду звук, лид-синтезатор, он просто лежал у меня на жестком диске. Но в 99-м году, в июле, может, в начале августа, я открыл проект, послушал, мне понравилась мелодия, понравился ритм, и тогда же я просто сохранил эту мелодию и перенес в другую программу для создания музыки, Cubase VST24. И там был этот плагин, один из первых distortion плагинов, который называется Quadro Fuzz. И я закинул этот трек, провел его через Quad Fuzz, и он звучал совсем не так, как изначальный, который был очень таким кукольным, очень дурацким и действительно плохо звучащим.
И таким образом, просто закинув в квадфаз, вы получаете синт, который теперь знаете как синт из Sandstorm. И потом все стало развиваться очень быстро, где-то за день я накидал аккорды, может быть, в течение недели туда-сюда ходил, подправлял то и это. В общем, дорабатывал трек, потом вывел его и дал местным диджеям, которые играли в клубе, но, насколько я знаю, так далеко это и не пошло тогда. Единственное, дела стали идти лучше после того, как я отдал этот трек диджею JS16, он же Яко Саловара, теперь мой очень близкий, хороший друг. Друзья, для тех, кто не в курсе, JS16 — это культовая фигура в электронной музыке. Он не только помог Вилли с Sandstorm, но и спродюсировал, на секундочку, фристайла для Bonfunk MCs. Тогда он взял меня под свое крыло и пригласил в рекорд-лейбл, который только начал. Он захотел, чтобы я был первым артистом на этом лейбле, так что я сказал «да». Через неделю-другую мы сидели в студии, я принес все дорожки оригинальные из Sandstorm, и Дуруду лид, и барабаны. И тогда мы все закинули к нему в Atari, Cubase. Тогда еще черно-белый. Но у него были очень крутые синтезаторы JP8080, Nord 2, Lead Synth. И мы воссоздали трек на его инструментах. Аранжировка поменялась немного, некоторые звуки немного поменялись. Дуруду остался в принципе таким же. Мы стали добавлять некоторые инструменты с низкими частотами вокруг этого Дуруду синта. Подготовка заняла где-то неделю до, собственно, самой сессии, на которой мы записали все это лайвом. Да, все было записано живьем, проходило через адаптеры, и все фейдеры, вся автоматизация, все это было сделано вручную. Яко и я постоянно держали руки на всех этих крутилках, крутили их по ходу записи. Например, снейр имеет чуть больше ревера в конце трека, чем в начале, или что-то такое, я уже точно не помню. Но да, все это записано прямо вручную, мы готовились, и вы слышите, наверное, второй или третий дубль, который мы сделали. И мы отмастерили все здесь, в Финляндии. Потом я от компании Яко отправил все это фабрикам, чтобы они сделали физические копии, которые мы распространяли через своих друзей, через местных диджеев. Все это разрослось в Финляндии, по всей Скандинавии и заняло первое место в финских танцевальных чартах и продержалось там 16 или 17 недель. То есть с конца 99-го года и до начала 2000-го. Также хочу добавить, что названием этой композиции послужил звук одного из используемых синтезаторов JP8080 от Roland. Пресет так и назывался — Sandstorm. Друзья, я не мог не показать вам тот самый синтезатор, про который говорил Дарут. Нашел я его у Миши Synthetic Sax, с ним мы снимали самый первый выпуск по студиям. Но давайте теперь послушаем синтезатор. А как ты считаешь, почему и за счет чего Sandstorm получил такую популярность? Да, я думаю, можно сказать, что он стал популярным еще до того, как был выпущен. То есть, смотрите, трек не был выпущен в Штатах до раннего 2001 года. Но у меня уже были забронированы выступления в Штатах. Я думаю, там все начало распространяться еще с декабря 2000 года через импортные диски, когда они попали в Штаты и ходили по рукам, люди делились этим треком. С тех пор трек становился настолько большим, что иногда даже попадал в фильмы, чем завоевывал еще большую популярность. Но одно из моих любимых и, наверное, один из самых больших успехов этого трека, когда он попал в рекламу Nike. То, что с Коби Брайантом, с Леброном Джеймсом, анимированные куклы. Kobe Bryant, a.k.a. the Black Mamba, so unstoppable. Kobe,
What makes his dunk so Who's unstoppable? asking these questions? What makes his three-pointer so Nobody. unstoppable? Nobody knows. What И я не такой фанат баскетбола, но я большой фанат этих парней. Я знаю, насколько крутые они у себя на родине, в Штатах, насколько большая и важная вещь баскетбол для американцев. Популярность выражалась даже в каверах на картошке. Трек каверили в душе. Или, знаете, этот клип Дрейка Hotline Bling, но музыка заменена на Sunstorm, и он там просто такой танцует под нее и все такое. Вилли, а как ты относишься ко всем этим мемам вокруг Сансторма? Помню, несколько лет назад был еще такой прикол. Рассказываю, любой парень, пытавшийся найти название той или иной песни в интернете, неважно, какой это был трек, хип-хоп или что-то иное, получал всегда в комментариях ответ «Дарут Сансторм». И это было действительно смешно. Я не прикладывал к этому никаких усилий. Это все зародилось без меня, и впервые, когда я узнал об этом... Во-первых, какого хрена вообще происходит? Но потом мы подумали и решили никак этому не препятствовать, и мы даже размышляли над тем, как бы это развить, и, может быть, как это использовать. Поймите правильно, если кто-то говорит о моем треке, даже если в такой забавной манере и просто делает мемы с этим, это все еще одно новое прослушивание к моему треку и, возможно, один слушатель, который появится в армии моих слушателей. Да, мемная тема очень повлияла на этот трек, в конце концов, 2 миллиарда прослушиваний на одном только Spotify, но я не против. Некоторые люди пытаются шутить над этим, чтобы я как будто почувствовал себя плохо. Или как будто я просто часть плохой шутки. Но смотрите, как я к этому отношусь. Я сделал трек без какого-либо расчета на успех. Моей главной задачей и целью было, чтобы местный диджей сыграл это в клубе. И все это произошло. И если в 2020-м люди продолжают говорить о моем треке, приходить на выступление, или, например, сейчас в этой ситуации заходят на стрим, все это, каждое действие, это хороший способ показать людям, что я все еще активен, что я делаю другую музыку и что у меня есть еще много всего. И немного о реакции. Что начинаешь чувствовать, когда слышишь свой трек везде? Огромное возбуждение и неверие в то, что это происходит. Я бы никогда даже не подумал, что такое со мной произойдет. Я делал музыку и веселился. Просто нравилось. Нравилось и все. Делал музыку. Вилли, а теперь, пожалуйста, также подробнее расскажи о создании клипа на Сансторм. Где и как вы его снимали? Кстати, друзья, на этом клипе уже 200 миллионов просмотров. Музыкальное видео было снято в Хельсинки, вообще по всем локациям в Хельсинки. И забавный факт, кстати. Если вы из Хельсинки и узнали места в клипе, то абсолютно точно можете сказать, что невозможно пробежать так, как мы это сделали, тем более за 3 с лишним минуты. На самом деле это крайне разные части города, и от одной локации до другой мы ехали по 20 минут. Но это были просто классные локации. Что касается концепции ролика, понимаете, это же был мой первый видеоклип, в который я был вовлечен. И не я выдумывал эту идею клипа, все было сделано режиссером Юска Сурья. И это он и его компания, его ассистенты, его команда занималась всей работой. Я просто артист. Я декорация в клипе. Все заняло 2 дня, и я просто очень вовлечен был в то, как делаются музыкальные видео. Очень все нравилось. Было очень весело. Меня спрашивали, хочешь ли ты сделать так или так, скажи хотя бы да или нет. Но на самом деле я не особо понимал, что нужно делать, и там не так много творческого от меня. Я не хотел бы присваивать себе чужую работу. Друзья, кстати, как вы уже заметили, я тестирую новый микрофон. Это Shure MV7, более прокачанная модель того самого микрофона, который мы видели у Славы Мерлоу и в студии DFM. Называлась она SM7B. Так вот, напишите в комментариях, как вам звучание этого микрофона, использовать ли мне его в следующих выпусках.
И по традиции, конечно же, ссылку на Мусторг со всеми промокодами, кэшбэками и ссылками я оставлю в описании. В 2019 году ты представлял Финляндию на Евровидении с синглом «Look Away». Доволен ли ты был вашим выступлением и результатами этого конкурса? И в целом, каково это было там участвовать? Да, я принимал участие в Евровидении в 2019 году. И вау, что за опыт это был. И мне даже нечего сказать, кроме того, что я так благодарен за то, что мог принять в этом участие. Я очень счастлив, что я посмел принять в этом участие из-за того, что Евровидение имеет немного другой тон, немного другую музыку, нежели то, что я обычно делаю. Но я подумал, что если шанс представился, тогда я, наверное, должен сделать это и сделать по-своему, в своей манере, показать людям, что я делаю. И в то же время пришлось играть по правилам Евровидения, потому что сам формат шоу и треки участников, они не должны быть длиннее 3 минут, и лучше бы они были построены по некой поп-формуле. И там должен быть вокал, то есть неважно, твой или нет, но вокал должен быть. И я сразу начал думать, какие из треков лучше будут подходить этому формату. У меня было порядка 30 песен, которые я хотел бы сыграть. Постоянно я отсеивал их, все пришло где-то к 10 трекам. В конце концов осталось 3 или 4 трека, и финны голосовали за то, какой из треков будет представлен. Как вы знаете, я представлял их с Look Away в финале в Тель-Авиве. Очень круто, кстати, что Себастьян Рейман, мой партнер по тому Евровидению, он мог исполнить все эти 3 или 4 трека, но Look Away — это трек, который написан им. Так что выбор трека просто идеален, потому что, да, я спродюсировал его, добавил туда своих фишечек, но песня оригинальная была написана и задумана именно Себастьяном. Так что это действительно наш общий продукт, который мы с ним вдвоем сделали, написали и представили на Евровидении. И что я пережил, что я прочувствовал, когда находился на Евровидении, потому что я все время был вовлечен в этот процесс, это то, что очень много всего происходит. Много фотосъемок, очень много интервью. Но мы все это пережили и прошли через это. Да, не выступили так хорошо на самом конкурсе, что, конечно, отстой, но весь этот опыт, все, что мы сделали, абсолютно стоило того и даже больше. Знаете ли, не каждый день видишь такой уровень продакшена. И не каждый день тебя просят представлять свою страну, так что, если бы меня спросили, я бы, наверное, не поменял ни единой секунды из того, что произошло. Этот опыт был очень крутым. И, Евровидение — это не политическая платформа и никогда не подразумевалась как таковая, и не стоит засылать какой-то посыл, именно политический, в своих треках там. И мы очень рады, что не заложили никакую политику в этот трек, но заложили туда определенный посыл. Этот посыл о мире, он о природе. И знаете, конечно, очень легко в какой-то момент отвернуться, чем сделать что-то с чем-то, что неправильно, но в этом треке мы хотели воодушевить людей не быть равнодушными. И это очень хорошая тема, я рад, что было много интервью, и мы могли нести этот посыл через интервью. Я, правда, горжусь тем, что мы сделали так. Не хочу казаться проповедником, но я очень рад, что посыл мы заложили. Вилли, а знаешь ли ты кого-нибудь из русских исполнителей или диджеев? И вообще, с какими песнями у тебя ассоциируется Россия? Честно говоря, не так много диджеев из России я знаю лично, но имена Бобина, Арти, они приходят сразу. Z тоже. И мой друг Проф, он же Владимир Ершов, которого я имею удовольствие называть своим другом. Он крутой музыкант, талантливый продюсер, приходит на ум сразу. И, возможно, заглавная песня из Тетриса, с которой я знаком по финской версии с вокалом. Это приходит на ум. И PPK Resurrection тоже, естественно. И, вы традиционно сильны на Евровидении. Это тоже сразу всплывает в памяти. А теперь
Поговорим о твоем студийном сетапе. Вилли, какое оборудование и ПО ты сейчас используешь для создания музыки? Я использую Mac. На данный момент у меня MacBook Pro. Это ноутбук. И я использую Logic, но также могу работать и в Ableton Live, особенно когда нужно играть лайвом. Или, например, когда работаю с людьми, которые тоже работают в Ableton, я хорошо разбираюсь в программе. Но начинал я с Fast Tracker 2, позже Cakewalk, и после этого перешел на Cubase с его VST. А потом в 2002 я полностью перешел на Logic. Я тогда работал с другом-продюсером, и он как раз переходил с Atari и Cubase на Mac и Logic. И так просто было проще работать с ним. И получается, я освоил Logic, когда работал над своим вторым альбомом, и не ухожу с него до сих пор. Хотя у меня есть и Cubase 10, также Reason, последняя версия. И я могу работать с этим всем, но Logic — это то, что я знаю лучше всего. Что касается мониторинга, у меня здесь Genelec. Мне очень нравятся мои Genelec. Я использую эту фирму с ранних 2000-х, и конкретно это у меня Genelec 8351. Это вторые самые большие мониторы во всей серии. Эти, которые вы видите, у меня 3 или 4 года, а внизу SAP. Модель 7370. И его можно использовать, чтобы лучше почувствовать низы, но я обычно не использую SAP. Эта комната и эти мониторы позволяют услышать все до 30 Гц. При этом звук очень плотный и очень контролируемый. И эта пара мониторов, наверное, первая, о которой я искренне могу сказать, что я действительно чувствую и слышу панч кика и могу прекрасно определить бас. То есть мои предыдущие Genelec были прекрасные, но не идут ни в какое сравнение с теми, что я имею сейчас. Клавиатура у меня здесь Nectar Tech P6. Почему я взял ее несколько лет назад? Это потому, что у нее была и есть, остается отличная интеграция с Logic. Здесь прекрасное определение вот этих вот ручек. И сами ручки автоматически подключаются к крутилкам в программе. Вот эта малышка, которую вы не видите, это Moog Subsequence 37. Вообще, это единственный мой аналоговый синтезатор на данный момент. Я просто очень люблю его. Прямо обожаю его. Что в нем такого крутого, это очевидно. Помимо звука, он еще и очень современный. Он полностью программируемый. Он полностью программируется плагином, который есть в вашей программе для звукозаписи. На самом деле этот синтезатор совмещает в себе лучшее из двух миров. Вся передняя панель полностью цифровая. Ты можешь управлять ей с компьютера. И, как я говорил, естественно, звук. Он плотный, теплый и аналоговый. Этот гаджет здесь — это MIDI-контроллер. Он называется Control Master и сделан специально для меня. Ну вот видите, здесь немножко похвастался, лого мое здесь. Что очень-очень классно в этом контроллере, это то, что он полностью настраивается под тебя. То есть можно иметь здесь, например, play и, не знаю, перемотка, запись, например, здесь и да, что угодно. Например, шорткаты или любые горячие клавиши для твоей программы для звукозаписи. А здесь крутилка, наводишь мышкой на какой-нибудь параметр в программе, не знаю, например, эквалайзер или что-то вроде того. И здесь ты можешь эту крутилку крутить, и параметр будет изменяться прямо в программе. Это очень удобно и добавляет немного тактильных ощущений в каждый твой проект и в каждый раз, когда ты работаешь с программой. Сбоку у меня Nordlead 2, рековая версия. Ниже Motu 1248 аудиоинтерфейс от Thunderbolt. Еще AMT 8 MIDI интерфейс на 8 входов-выходов аудиоинтерфейс. Здесь же первый синтезатор — это Korg TR Rack. И он классный. Это синт, который я купил в 97-м, 98-м, наверное. Это был мой первый в жизни синтезатор. И дальше Roland JP8080 здесь. И внизу Korg MS2000R. Это рековая версия очень хорошего синтезатора.
Между ними вы не можете видеть, но это Grace Design M101. Мой преамп, наверное, самое чистое или одно из самых чистых, что я слышал за всю свою жизнь. Все это соединяется с аудиоинтерфейсом, который стоит у меня там в вокальной будке, ну и подключается к микрофону, любому, который я выберу. Здесь, например, у меня Rode K2. Это мой основной микрофон, который я использую для всего, что касается голоса, кроме вот сейчас. Сейчас на мне другая петличка, тоже от Rode. Здесь у меня наушники, и обычно я использую V-Moda M100, когда приходится диджеить, но конкретно сейчас это беспроводная версия Crossfade 2. Звучат хорошо, на голове сидят хорошо, выглядят хорошо. Они работают по Bluetooth, так что можно использовать их, например, путешествуешь или все в этом духе. Очень удобно, но они звучат немного по-другому, чем M100. Ну и эти я тоже много использую, когда приходится подиджеить. Давайте к моему диджейскому сету на данный момент, который я использую уже очень-очень давно. У меня здесь трактор X1 для, в общем-то, треков А и Б. Обычный контроллер, и я свожу с помощью Pioneer DJM 900 NXS2. Возможно, перейду на Pioneer V10, но посмотрим. На данный момент это моя рабочая лошадка, я использовал оригинальный 900, но сейчас это NXS2. Мне очень нравится эта версия, потому что я просто подключаю по USB свой ноутбук, и все 4 канала сразу видны, и я просто могу начинать. Качество потрясающее, и я диджею через трактор, по-моему, уже 10 лет. Но в тракторе я использую разные интерфейсы. Например, Otus — это очень такая космически странно выглядящая штуковина. С этой стороны у меня Ctrl F1 для запуска различных лупов или сэмплов, которые подключены к трактору. И весь этот сет у меня находится в студии, наверное, с весны, без изменений. Я использую это в своих диджей-сетах, которые провожу каждую пятницу, где мы просто отдыхаем под треки, которые я включаю в сете. Еще одни наушники. У меня здесь Sennheiser HD25. Отличный классический мониторинг, никогда не стареющий, если тебе нужно просто быстро что-то послушать. Для этих же целей мне, кстати, очень нравятся мои Sennheiser HD650, которые лежат где-то там в коробке. Да, я не использовал их довольно давно, но на самом деле это мои референсные мониторы. То есть я использую их, когда не уверен в том, что слышу через свои мониторы или другие наушники. Как я говорил, я также работаю в Ableton, и у меня здесь Push 2. И на самом деле я думаю, что это все здесь. Ах, да, если вы посмотрите... нет, вот сюда. Здесь прямо надо мной это Korg Triton 76 Pro. Это мой первый настоящий большой синтезатор с клавиатурой. Я просто обожал его и обожаю до сих пор, на самом деле. Я использовал его в очень многой своей музыке, и теперь он ушел на покой, на заслуженное место. Но сейчас у меня есть плагины Triton от Korg, которые имеют те же самые звуки и все то же самое, так что я продолжаю, по сути, все это использовать. Это еще в какой-то степени вызывает ностальгию каждый раз, когда я их использую. А еще вы не видите, но там также Korg Karma, красный такой синтезатор, который имеет очень похожие, в общем-то, звуки. Но там есть особая функция Karma, которая позволяет автоматически генерировать много разных движений, арпеджио или аккорды, которые генерируются в зависимости от того, как ты играешь. Вилли, ты пишешь музыку уже больше 25 лет. Изменился ли твой подход к созданию музыки за это время? Да, в каком-то смысле не особо изменился. Я все еще люблю гадать, все еще люблю слушать звуки, добавлять дилей, добавлять реверб, какие-то ноты, слушать это все. Я просто слушаю это все, может быть, добавляю какие-нибудь гармонии, мелодии, просто слушаю, как оно звучит. Хотя иногда я начинаю с барабанов, просто накидываю биток, который может быть довольно энергичным.
Это заставляет меня двигаться, и я тут же, знаете, барабаны делают одно дело, перкуссия другое дело, и я тут же начинаю слышать, как бы я хотел простроить бас-линию в треке. Это не всегда прямо такая осознанная работа, иногда я просто наигрываю бас-линию и пытаюсь понять, что подходит треку. Так что это мой процесс все еще пытаться, ошибаться, пробовать разные вещи и смотреть, что из этого получается. Хотя в эти дни, возможно, есть изменения в том, что я работаю без людей гораздо больше, чем делал это раньше. У меня не так много контактов и не так много людей вокруг меня, с которыми я бы хотел работать. И в то же время это означает, что мне гораздо комфортнее в своей шкуре, на своем месте, когда я сам продюсер. Знаете, раньше, когда я учился все это делать, я садился в проект и делал все от А до Я. Начинаешь, постепенно все смешиваешь, все это продюсируешь, и так получаешь финальный результат. Но сейчас для себя я больше разделяю на продюсирование, написание, на сведение, мастеринг. Да, я все это очень четко разграничиваю, разделяю на отдельные этапы, хотя иногда, даже сегодня, ты просто буквально садишься за арпеджиатор или драм-машину и начинаешь что-то накидывать, что-то программировать, и в конце концов тоже могут получаться какие-то интересные идеи. То есть я не ушел окончательно от того способа, которым начинал писать музыку, но в конце концов расширил, скажем так, свое понимание этого процесса. Я знаю, как делать определенные вещи лучше, чем я делал их в прошлом. Мое оборудование, мой хардвер, он не сменился так сильно с тех дней. Единственное, что компьютеры стали просто в миллиарды раз мощнее, чем тогда. И, очевидно, программы для записи тоже стали иметь больше плагинов, больше опций для работы. И я думаю, что основное, что поменялось в музыке за это время, это именно технологии. Мы можем гораздо более сильно вмешиваться в аудио и всячески манипулировать. Там гораздо более высокое качество, чем, скажем, в 99-м, например. В то же время я никогда не был, знаете, охотником на синтезаторы. Да, у меня здесь есть 5-6 штук. Очень долгое время я вообще практически не использовал оборудование. Но с тех пор, как я заполучил свой SAP 37, где-то год назад, я все-таки начал использовать куда чаще мой тщательно подобранный сетап синтезаторов. Я даже пытаюсь побольше их внедрить в свой рабочий процесс. Я заметил, что если у меня настоящий физический синт, я должен решиться, вне зависимости от того, использую ли я бас или мелодии или какой-то другой синтезатор. В общем, я должен решиться перед записью, и это очень важное решение, записать именно этот звук и именно так. И это заставляет, прямо толкает меня двигаться дальше. И да, конечно, это MIDI, в какой-то момент я могу, например, передумать, вернуться и все поправить, да. Но очень полезно все-таки признать, что все, вот этот звук окончательный, по сути, и мы двигаемся дальше. Я даже с плагинами теперь делаю так же. Друзья, как вы уже заметили, среди тех, кто подписан на канал и оставляет комментарии, мы разыгрываем в каждом выпуске полезные подарки. Так вот, подведем итоги наших недавних выпусков, а после этого я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы выиграть новый приз, вот эти замечательные наушники. Раритетные календари от Алексея Вишни получают вот эти 2 комментария. А самый крутой приз — пластинку с автографом — вот этот. Идем дальше. Призы из выпуска с дискотекой «Аварии». Плакат с автографами группы получает вот этот комментарий, а самый главный приз, лицензионную кассету с автографами группы, получает вот этот комментарий. Друзья, и еще у нас остается самый главный приз того выпуска. Это большая, крутая, мощная колонка JBL Ion One Compact. Как и обещал, я ее разыграю среди тех, кто подписался на канал и оставил комментарий под выпуском с дискотекой «Аварии». И так как я обещал разыграть ее рандомным образом, в записи разыгрывать, я считаю, было бы неправильно, поэтому 28 марта в своем инстаграме в прямом эфире я разыграю эту колонку. И еще, доставить мы сможем ее, так как она гигантская, только по России, поэтому если вы живете в другой стране, то
мы сможем доставить эту колонку, например, до вашего товарища, который проживает в рамках России, и он потом уже вам эту колонку передаст. Поэтому, друзья, дерзайте, и, как вы понимаете, у вас есть еще время забежать на выпуск с дискотекой аварии и оставить комментарии, чтобы участвовать в этом розыгрыше. Также, друзья, хочу поделиться с вами полезным контактом крутого дизайнера, с которым я часто работаю. Он сделал нам, кстати, классный логотип для музыкального лейбла «Громкость». Также он работает с Рампеса, Гоиндипа, Астера и со многими другими известными музыкантами. Ссылку на него я, конечно же, оставлю в описании. Ну, а теперь конкурс. Я взял у ребят из Доктора Хэда, вот, кстати, пакет. Вот такие замечательные наушники. Это Sony 7506, классика. И чтобы выиграть эти крутые наушники, вам нужно оставить любой комментарий под этим роликом, больше 4 слов, и быть подписанным на этот канал и на канал Доктора Хэда. Ссылочка на Доктора Хэда будет в описании. Поэтому, друзья, участвуйте и выигрывайте. Поговорим о твоем нынешнем творчестве. Расскажи, над какими треками ты сейчас работаешь. И, забегая вперед, хочу напомнить, что сегодня нам нужно будет как раз один из треков с тобой разобрать, чтобы показать нашим подписчикам все технические нюансы твоего подхода к созданию композиции. Да, я тут думал, чтобы вам такое показать, и не мог выбрать, поэтому основной причиной для трека, который я вам покажу, будет то, что я просто работал над ним на прошлой неделе. Я участвовал в благотворительной акции здесь, в Финляндии, которая называется «Нина Паева». Нина означает «нос», не знаю, зачем вам эта информация. Но я думаю, это происходит по всему миру, называется по-разному. Это благотворительная акция, призванная обратить внимание на буллинг в школах, точнее, предотвратить этот буллинг в школах. А если это случилось, то как-то помочь после этого факта. И финское радио, которое называется Ула, каждый год проводит эту акцию, где к тому же собираются деньги. И два сумасшедших парня, два утренних ведущих, которые в тот раз оставались на связи 42 часа, они каждый раз добавляли часы к каждому последнему часу, который оставался в эфире, и делали разные сумасшедшие штуки, сбривали волосы, делали тату для хороших целей. Очень много глупых вещей, но снимаю шляпу перед этими парнями. Эти парни тогда собрали 315 тысяч евро для детей, которым это было необходимо. Я принял в этом участие, приехал на радио. Они взяли у меня интервью, мы немного пообщались. Я сыграл им этот трек всего один раз. И потом ушел диджей на 15 минут. И пока я диджейл, ребята написали текст к этому треку. Я вернулся. Мы исполнили все живьем, все было в прямом эфире, на радио, и, наверное, это был 16 или 17 час эфира. Я был счастлив принять участие в такой акции, и сейчас довольно рад, что могу показать вам, собственно, сам трек и отдельно каждой дорожки. Что ж, сыграю трек до первой ямы. Что ж, это все, да. Позвольте мне быстренько начать отсюда. Сначала послушаем бас-линию.
Это вообще-то ваншот бас-сэмпла из пака моего друга Mayan. Потрясающий сэмпл-пак, сами можете его поискать, Mayan Music. На сайте Alonzo он продается. Изначально это довольно атакующий и панчевый бас, но я сделал из него нечто вроде пада, сделал из него луп, убрал полностью атаку, так что получилось, что получилось. И потом поставил это в пару сюда. Это длинный басовый звук из Silent. И оба вместе. Немного шума, дилея, реверб. Просто в добавку к этому всему. Дальше у нас немного развернутое, реверснутое пианино. Само по себе пианино состоит из трех разных звуков. Во-первых, это отрывистое пианино, настоящий old school. Это уже родная лоджикская Alchemy, классический хаус-тек. И последнее — просто пианино. Это из отличной коллекции классических пианино F9 Audio. Обязательно зацените, конкретно это New School пиано. Но есть куча других пианино в этом паке. Они отлично интегрируются в Logic. Их очень приятно использовать, и они прекрасно вписываются в такой олдскульный сеттинг. Много хаус-пианино здесь из бывших прошедших времен, но и по сегодняшним стандартам звучит очень хорошо. Пробиваются через микс, работают шикарно. Очень сильно их советую. Маленькие римшоты здесь, хай-хеты, закрытые, снейр. Снейр состоит из 4 различных снейров. Вот этот, главный. Чуть ниже тела здесь. Это чуть повыше. И очень атакующий, или вроде того. У этого нет никакой эквализации, у этого мы видим отрезанные низы, и немного вот эту частоту прибрал. А теперь этот, который более высокий. В нем поднял высокие, и очень много разных звенящих, неприятных моментов тоже пришлось прибрать. Изначально эти звуки не имеют эквализации совсем просто. Что у нас здесь? Это немного эквализации в разных местах. Убрал немного высоких, а потом 3 ревера, один за другим. Не спрашивайте почему, по мне звучит хорошо. Дальше у нас открытый хай-хет, римшоты, кик начинает играть. Здесь у кика полностью его частоты, ничего не эквализировано, и точно так же есть пара у этого звука. Маленький приятель. Это идет после этого техно-заполнения. И потом я забаунсил это с некоторым дисторшеном. И вот что у нас получилось на выходе без кика. И с киком. И потом очень интересно, такой случайный счастливый момент случился. В общем, когда у тебя кик с дилеем и на этом всем дисторшн, ты все это останавливаешь, но хвост дилея продолжает звучать. И я подумал, что это звучит достаточно хорошо, так что я использовал это, и оно пошло с бас-линией.
Просто небольшая конфетка для ваших ушек. В общем, челлендж этого трека заключался в том, что все 909 барабаны я собрал в Bass BUS канал. Это один из путей, который собирает дорожки в группу. Повесил туда гитарный усилитель, то есть там присутствует Distortion, Solid Bass, очень сильно компрессирует. И дальше бас-драйвер, это сатуратор, и мультипрессор. И если вы посмотрите сюда внимательнее на последний такт, который идет без кика, клэпы громче. При этом нет никакой автоматизации. Это происходит потому, что кика больше нет в том басе, и другие звуки могут просто выйти вперед немного. И потом, когда кик возвращается, конечно, еще один клэп, который добавляется, должен быть громче, но когда кик возвращается, клэпы становятся тише, как было до этого. В некоторых миксах это, конечно, могло бы считаться ошибкой, но здесь это специально. Я мог бы избавиться от этого, если бы захотел. После того, как я все разделил и все такое. Но если бы разница была, скажем, 6 или 9 дБ, это бы было довольно отвлекающим. Отвлекающим настолько, что трек попросту бы не работал. Но здесь у нас всего пара децибел, и ты как бы это замечаешь, но в то же время это сделано с определенной целью. Ладно, что у нас дальше? У нас здесь лупы, хаус-луп номер 2. Это был один луп, но я сделал отдельные дорожки для каждого из звуков внутри. Причина в том, что в некоторых звуках есть раздражающие меня частоты, а после разделения я могу в эквалайзере просто прибить ненужное мне. Но также я теперь могу настроить отдельные удары барабанов так, чтобы они не попадали в ля минор, тональность этого трека. Я использую Waves Torque, это абсолютно нужный каждому плагин. Например, вот здесь в районе 400 Гц я нашел выбивающуюся частоту, которую определил как G-Sharp, он же соль диез. Так что я поднял ее на 60 центов, тем самым приблизив к нужной мне ля. И иногда этот плагин может шикарно определить нужную ноту, и все можно подстроить. Иногда, правда, не находит, приходится вручную все указывать, а потом уже подтюнивать, как тебе там нужно. И иногда ты тюнишь на слух. Тебе просто нужно слышать, иногда цифры не имеют никакого значения здесь. Потом вот такой луп. И у меня тут кое-что сверху еще. Во-первых, я использовал Shaperbox. То есть мне не нужна та басовая нота, к тому же она в неверной тональности. Так что я просто там все указал, и мне не нужно ее вырезать или настраивать. Есть еще немного тюнинга в этом самом Torque, а потом еще один Shaperbox в конце цепочки. И все это применяется только к частотам от 2.86 кГц до 5.16 кГц. И по какой-то причине мне больше нравится отфильтрованная версия. И я думаю, это все. А нет, может я быстренько покажу вам эффекты. Они очень-очень простые здесь. По сути, все эти три трека — это просто шум. Это белый шум. Просто потому что. Потом виниловый призвук. Я просто хотел добавить сюда чего-то более старенького и шумящего. Вы даже не замечаете такие вещи, пока не узнаете, что они там. А потом, когда узнаете, что они там, всегда будете их слышать. А еще в этом треке несколько подъемов, как этот или этот. Здесь Tape Delay плагин, а потом после Tape Delay
Здесь Shaperbox плагин. Но потом, когда звук заканчивается и у Tape Delay остается этот хвост, вход идет пампинг, он выставлен на 85%. И вместо того, чтобы оно продолжается вместе с битом. Я также использую Shaperbox на бас-канале пианино и этом мягком паде, но не в яме. И пианино к тому же немного громче, потому что оно должно прорезаться, во-первых, через микс, а во-вторых, как-то прокачивать. И давайте покажу вам, как мастерю. Здесь сейчас не так много всего. Здесь только два плагина, которые лимитеры, и в целом они даже ничего не делают в данном случае. Но обычно я баунсю по группам, то есть, например, эффекты, кик отдельно, лупы, бас, группы отдельных барабанов, например, 808 идут в одну группу, или так называемый stem. Синт — это отдельный stem. Хаус-пиано — это тоже отдельный stem. Бас — еще один stem. От 4 до 10 стемов обычно получается в каждом треке. Я вывожу их в отдельный проект, где у меня шаблон, в котором эквализация, компрессия, возможно, какая-нибудь сатурация. Не всегда, конечно, использую это одинаково, но есть, да, определенный шаблон. А потом у меня цепочка мастеринга, где, во-первых, гейн. На случай, если мне понадобится увеличить гейн, и это всегда в первом слоте, чтобы не так сильно вмешиваться в проект с самого начала. Потом простая эквализация, низы, верха, не слишком точечно, не слишком детально. Детальные моменты обычно или на сведении в проекте делаю, или в каждом отдельно стеме перед выводом. После всего этого, скорее всего, можно поставить какую-нибудь небольшую компрессию, но иногда даже ее не использую. После всего этого лоджиковский компрессор, возможно, который, как правило, ужимает все просто как черт. Но я использую его максимум на 2-3%, так что вы в целом даже не услышите вмешательства, хотя тело звуку и плотность, мощность он все-таки добавит. После этого я обычно использую плагин от Waves. Это тейп-сатуратор, который как бы насыщает микс, делая его теплее и, наверное, даже круглее. Средины при этом звучат чуть более магично и мокро. Обычно тоже не использую это прямо так сильно, но в целом мне нравятся эти оттенки сатурации, которые можно получить при использовании. После этого использую Waves Vitamin. Там я могу по частотам регулировать широту звука и всегда убеждаюсь, что мои низкие звучат в моно, после чего перехожу к частотам где-то 500 или 1000, может чуть больше. Немного там сужаю, потому что по какой-то причине в проекте, само собой, делаю все довольно широким. А все, что выше этого, скажем, от 2000 и выше, я расширяю. Для этого использую Exciter. В Vitamin особенно нахожу там определенные частоты в синте или в вокале, которые нужно немного протолкнуть вперед. Обычно это не так влияет на уровни, на громкость отдельных дорожек, но помогает получше раскрыть звуки, собственно, синтезаторов или вокала, например. И после этого обычно идет Isotope Maximizer 9 в транзиентном режиме. И я не люблю слишком раздувать свои миксы, я лучше даже наоборот сделаю их чуть-чуть потише, если это поможет раскрыть динамику и детали, и атаку в треке. На экране здесь можете видеть еще два плагина, которые я использую часто, в дополнение к своим ушам, естественно. Первое здесь. Volume Shaper. Он не делает ничего, кроме того, что показывает мне форму волны. И мне нравится видеть форму волны, потому что так я могу понимать, что она выглядит так, как должна выглядеть. Я вижу там кик и все остальное, что надо. Все, что должно быть там. И, например, если вы посмотрите, я сейчас замьючу кик, вы увидите дыру, которая остается после него.
Если, например, когда вы убираете кик и не видите этой самой дыры, значит, скорее всего, у вас слишком много баса играет одновременно с этим самым киком. Но зависит от трека, конечно, зависит от микса. И, конечно, все эти графики не показывают того, что могут дать вам ваши уши. Но однажды вам стоит привыкнуть слушать и видеть то, что вы слышите. Это поможет гораздо быстрее справляться вам с вашими треками, гораздо легче определять проблемы, видеть ненужные частоты и так далее. Здесь я проверяю громкость, проверяю историю громкости, смотрю на это звуковое поле, которое очень удобно, естественно, спектрограмма. Здесь куча разных режимов, куча разных углов. На самом деле это очень удобно. И я частенько смотрю сюда, просто чтобы убедиться, что все, что делаю, в порядке. И потом Tonal Balance Control. Он не делает особо ничего, он показывает вам 4 измерения. И разработчики проанализировали огромное количество треков, и нашли некие средние показатели, которые характерны для всех этих треков в определенном жанре. И я не слепо доверяю этому прибору, но если вы, например, посмотрите на график, здесь показано, что мой трек в пределах, в принципе, стандартов, разве что совсем низкие, наверное, немного жестковато, а низкие средние, ну, может, не такие громкие, как должны. Мои высокие средние были чуть выше, но ничего такого, что нужно было бы срочно менять. Но важно, что у вас перед глазами есть некие усредненные частоты, что может быть очень полезно в написании треков определенного типа. Особенно, когда вы в начале своего пути только учитесь, надо доверять таким вещам. Не стоит делать это на 100%, но это может вам помочь. Оно направляет вас, показывает, к чему нужно прислушиваться. Так что все эти плагины мне нравятся. Понимаете, я очень давно в этой индустрии, но все равно всегда пытаюсь найти что-то, что может помочь мне. Иногда твои уши просто устают, и ты не можешь услышать все. Но, естественно, именно уши определяют тот самый финальный звук. Вилли, у нас есть еще несколько вопросов от наших подписчиков. Друзья, напоминаю, что за день до съемки в своем инстаграме я публикую пост, в котором вы можете задать свои вопросы герою, и лучшие я, конечно же, озвучу в выпуске. Вопрос от Ник Найкер. Вилли, если я не ошибаюсь, у тебя были проблемы с одним ухом. Расскажи про это подробнее и как ты бережешь свой слух. Спасибо. Да, мое левое ухо чувствует себя не так восхитительно. У меня действительно была вирусная инфекция, которая вот так вот повлияла на мое ухо. Я слышу до 1000 Гц нормально, и потом все сваливается на 4000 до минус 30 дБ и от 8000 там минус 60 дБ. Да, это было 17-18 лет назад, и доктора не знают так много о том, что там происходит, но оно и необратимо. Но, к счастью, я слышу стерео, слышу направление звуков в треках, которые я делаю. Но, например, когда дело касается громких помещений и люди разговаривают со мной, я не могу точно указать, где тот человек, который разговаривает со мной, кто разговаривает. И у меня есть такая тенденция, я смотрю людям в рот, когда разговариваю, иногда достаточно интенсивно, так что иногда люди замечают, считают это довольно странным, но я объясняю, что я просто хочу понимать, кто говорит. И я почти всегда ношу кастомные беруши с фильтрами, где фильтры на минус 15 дБ. Они очень классные, потому что срезают все, что находится выше минус 15 дБ. Каждый раз, когда я играю лайвом, я ношу их, и даже больше, когда я хожу в громкие места. Иногда это, допустим, громкие рестораны, не обязательно выступления. И я всегда берег слух, носил подобное с начала карьеры, и сейчас тоже стараюсь защитить то, что осталось. У себя в студии я предпочитаю держать громкость мониторов на довольно низком уровне, хотя, конечно, иногда приходится выкручивать, но я не делаю этого надолго, и также предпочитаю брать перерывы. Пойти немного поотжиматься, пообедать. Я стараюсь есть хорошо, спать хорошо и вообще ухаживать за телом, и считаю, что отдых — это очень-очень важная вещь. Второй вопрос от Rus of Official.
Знаком ли ты с группой Bumfunk MC? И расскажи, пожалуйста, подробнее о сотрудничестве с JS16. Да, я знаю ребят из Bumfunk, и JS16 был одним из них. И мы зависали на одних и тех же студиях в свои времена. Bumfunk и я даже турили вместе. Огромное количество фестивалей в Финляндии и даже мировых фестивалей мы прошли вместе. Крутые ребята, очень веселые ребята, приземленные ребята. Да, мне очень нравится. Моя коллаборация с JS16 — это абсолютно критический поворотный момент в моей жизни, потому что он тот, кто нашел меня, он тот, кто сделал меня тем профессионалом, которым я являюсь по сей день, сделал мое раннее творчество звучащим профессионально и научил всем тем диджейским штучкам, потому что вначале я не был диджеем. Он работал над многими моими треками, продюсировал 2 моих первых альбома, и работая с ним, я вырос как продюсер. Уже начиная 3-й альбом, я был продюсером сам себе. Все ранние ремиксы, без него это было бы просто упущенной возможностью, потому что будь это только я, это был бы я, а я еще не был готов к тому моменту. Я многому ему обязан. Ну а теперь пришло время вашей любимой рубрики «Зацени мой трек». Вилли, наши зрители присылают нам свои треки, мы выбираем несколько из них, чтобы ты внимательно их послушал и, конечно же, выставил оценку от 1 до 5 и прокомментировал. И я надеюсь, после твоих корректировок и пожеланий эти ребята станут еще круче и повысят свой левел. Друзья, напоминаю, что мы принимаем только авторские работы и только вот по этой форме. Я поставил их здесь у себя в SoundCloud, сейчас послушаю и пробегусь по ним, как я пробежался бы по демке или промо-треку, и покомментирую что-то поверх этого. И первый трек. Timo Shaya, That Beautiful Evening. Here goes. Звучит очень здорово пока что. Неплохо. Конечно, ничего нового, но оно не обязано. Оно звучит хорошо, очень хорошо выбраны звуки, микс хорошо сбалансирован, как мне кажется. Микс хорошо сбалансирован. Я знаю эти наушники довольно хорошо и слышу отдельный кик, слышу бас. Они очень хорошо сбалансированы. Лид очень сильно прорезается. Вероятнее всего, так и задумано. Мне нравится последовательность аккордов. Она довольно типичная и меланхоличная, но воодушевляющая. Если бы я играл большой сет, то я думаю, эта песня в принципе могла бы в нем уместиться. Отличная работа. И следующее. Wanna cry, значит хочу плакать, но я не хочу плакать. Послушаем, что это такое. And this band spread all over the world and lasted for decades, and it was tragic, since psychedelics are really just tools, and whether their outcomes are beneficial or harmful depend on how they're used.
Вот это заставляет меня улыбаться. Очень 80-е, очень прям синтвейв, или, как говорят, ретро-вейв. Заставляет подумать о духе Майами, о Жан-Мишель Жар. Звучки подобраны очень-очень хорошо. Звучит не слишком сбалансированно. И единственная вещь, о которой я могу подумать как о конструктивной критике, и это не только из-за того, что волна выглядит довольно ровной от начала и до конца. Но я думаю, может быть, было бы лучше, если бы у этого трека был некий брейкдаун, она же яма. Сейчас выглядит так, как будто он просто всегда идет. Возможно, звучало бы лучше, если бы был как раз более тихий брейкдаун. И да, я слышал части, где играли не все инструменты. Но если бы были части, которые были бы немного потише, чуть больше вот прям микродинамики. И очевидно, что такому треку не нужен большой билдап и мощный дроп, но может быть трек выиграл бы от того, если бы было чуть-чуть потише, а потом так обратно к финальному раунду. Ну да, хорошо. Я бы точно поставил такое на фоне и отдыхал. Если бы это исполнялось вживую, я не знаю, играешь ли ты вживую или нет, но было бы классно увидеть игру на синте вживую. Посмотрим, что даст нам последний трек. Full Spectre, FNM's Rise of Cyberpunk. Yeah. Что ж, играем. Вау, это было круто тоже. Не то, что я бы сделал, но я бы определенно хотел услышать это в огромной комнате с отличными сабами, с низами. Очень большое количество низов у тебя здесь. Все это очень круто пульсирует. Окей, каждый из треков получает по 4, потому что я не думаю, что они были идеальны, но так или иначе, аранжировка или подбор звуков, все в принципе хорошо. И мне не хотелось бы говорить плохого об этих треках, просто работайте. Очень круто. Спасибо, что дали послушать эти 3 трека. А что чаще всего тебя сподвигает на создание новых композиций? Поделись, где и откуда ты черпаешь вдохновение? Звуки вдохновляют меня. Что-то из повседневной жизни. Это может быть даже шум абсолютно любой, который я слышу на фоне, например, поезд. Все это может спровоцировать внутри меня мелодию или ритм.
И, как правило, я пытаюсь все это как-то оставить, чаще всего оставляя просто диктофон на телефоне включенным. Потом могу забросить луп поверх этого, и получится что-то, с чем я мог бы уже прийти в студию в следующий раз, когда туда отправлюсь. И все это крутится вокруг вайба. Эти моменты, эти маленькие искорки. Это провоцирует что-то в тебе. Моя жена и дети тоже сильно меня вдохновляют. Поющие дети или дети, которые смеются, это лучшие звуки на свете. Или когда слышишь сердце своего еще не родившегося ребенка. Вилли, я, конечно, понимаю, что всех крутых артистов сложно будет перечислить, но попробуй выделить хотя бы несколько интересных музыкантов, которых ты слушаешь. Что ж, их очень много, но я всегда называю своих финских друзей сначала. Lumisade, Orchidea, Audio Ventura, Lenno, Tom Fall, J16, and then 4N1 Goods One Today, Adip Gijoy, Ilan Bluestone, Mar Levi, Farius, Ruben de Brande, Raj, Anjuna stuff, Black Hole stuff. Много из этих ребят я слушаю, также Suanda Music. и еще просто миллиарды, которые попадают ко мне в диджей-сеты. И эй, старая гвардия все еще на ходу. Gabriel and Dresden, Thrill Seekers, Chicane, Paul Van Dyke, Ferry Corsten, Armin. И очень-очень много всего, что я, конечно же, возможно, забыл. Очень много певцов и певиц. Многие наши коллеги из танцевальной музыки обеспокоены ошеломительным развитием хип-хоп музыки и доминированием ее над EDM-сценой, а некоторые и вовсе считают, что лучшие годы дэнс-музыки позади. Вилли, будучи пионером электронной музыки, как ты можешь характеризовать изменения в танцевальной музыке за эти 25 лет и что ее ждет в будущем? Абсолютно каждый сегодня может быть диджеем и продюсером, что касается доступности как программ, так и оборудования. Планшеты и телефоны сегодня имеют намного больше возможностей, чем компьютеры тогда, в те времена, когда я начинал. Гораздо больше возможностей показать свое творчество. Можно легко поделиться им в интернете. И в то же время это минус, так как стало очень много шума вокруг. Но я все еще думаю, что крутые ребята достигнут верхушки. Не каждому артисту сегодня нужен рекорд-лейбл для того, чтобы достичь верха. YouTube, SoundCloud и так далее, ты можешь распространять свою музыку через Spotify. И я не знаю, это все восхитительно, да, но в то же время, мне кажется, больше нет тех усилий и вложений и эмоций, которые были тогда. Конечно, не хотелось бы обобщать, все разные. Но все же, в общем, люди сейчас потребляют синглами и двигаются хит от хита к хиту через хит. Их меньше заботит артист за каждым из этих треков. Персональность, уникальность и человечность стали цениться меньше, чем маркетинг, доходы и продажи. Но, возможно, просто я такой циничный. Почему танцевальная музыка менее популярна в сравнении с хип-хопом? А разве так? Я бы сказал, что EDM и танцевальная музыка очень высоко сейчас в чартах по всему миру. И так уже очень давно. Да, возможно, не все согласны с тем, что они делают танцевальную музыку, но большинство современных поп-артистов — это же просто танцевальная музыка, загнанная в трехминутную поп-формулу. Если думаешь, что танцевальная музыка не популярна сейчас, просто посмотри на самые крупные мировые фестивали. Tomorrowland, где я играл несколько лет назад. Они огромные, они прямо массивные, сотни тысяч людей. Много похожих проходят в Европе, в Южной Америке, Австралия, Азия, они на каждом континенте. Так что, я не знаю. Вилли, спасибо тебе большое за наш сегодняшний диалог. В завершении, по традиции, попрошу дать напутственные слова нашим коллегам-музыкантам. Например, каких истин ты придерживаешься в создании своей музыки? Это может звучать немного очевидно, но я бы советовал вам делать в точности ту музыку, которую вы сами хотели бы слушать. Не думайте о том, что другие хотели бы услышать или купить. В таком случае вы будете удовлетворены, даже если не найдете коммерческого успеха. А если коммерческий успех случится, вы будете представлять ее перед огромным количеством людей, у вас будут интервью.
Все это будет повторяться, и вы будете представлять себя. Вы сможете ответить за каждую мелочь, которую сделали. Ваша честность, ваша увлеченность музыкой, все это чувствуется. Люди это узнают. Окей? Это мой вам совет. А давай, если это возможно, что-нибудь подарим нашим зрителям с твоим автографом. Я играю в хоккей. Не знаю, как много из вас играют. Но, насколько я знаю, сборная России и Финляндии всегда имеют потрясающее противостояние на льду. Я сделал свои собственные хоккейные шайбы. Одну сейчас подпишу для вас. Так, надеюсь, это работает. И я отправлю ее вам. Oh no. See. Оно не сработало. Я сделаю лучше. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск до конца. Надеюсь, вам было все понятно, интересно. И мы потратили очень много времени и сил на этот ролик для того, чтобы вы не ощущали в нашем диалоге языкового барьера. По традиции, друзья, очень буду ждать ваших комментариев. И, конечно же, пишите, с кем бы вы хотели, чтобы я встретился в следующем выпуске. Ну, а чтобы выиграть приз от Дарут, вам нужно написать там же в комментариях историю своего знакомства с творчеством Дарут. И самый лучший комментарий, конечно же, будет награжден подарком. Также хочу сказать, что это далеко не первый выпуск с зарубежным героем. Здесь я прикрепил плейлист, там будут собраны все выпуски с англоязычными музыкантами, в том числе с Сигалой и Апаши. И да, я еще, кстати, попросил Вилли кое-что сказать на камеру, сейчас вы это увидите. До скорых встреч! Hi, this has been Darude, and you're watching Pa Studiam.